Средствами защиты от солнца нужно пользоваться всем регулярно, и особенно людям с куперозом, гиперпигментацией, акне и розацией. Сегодня узнаем, как правильно читать этикетку санскрина и на что опираться при выборе. Итак, тема солнцезащиты сейчас становится все более актуальной. Мария, расскажите, как вы выбираете санскрин? Я всегда обращаю внимание на SPF. А как вы думаете, что значат эти цифры? SPF – это степень защиты. Чем больше цифра, тем лучше она защищает. Эти цифры помогают вычислить, как долго вы можете находиться под прямыми солнечными лучами при условии, что нанесли на кожу солнцезащиту и не сгореть. Отправной точкой считается значение в 20 минут. И, например, если мы наносим на кожу солнцезащитный крем с SPF 30, то нужно 20 умножить на 30, и получаем мы 600. 600 минут или 10 часов. Но на самом деле солнечное излучение меняет свою интенсивность в течение суток. И благодаря многочисленным исследованиям было установлено, что каждые 1,5-2 часа мы должны обязательно обновлять солнцезащиту. В чем же разница между SPF 30 и SPF 50? Солнцезащитный крем с SPF 30 блокирует до 97% лучей типа В. Солнцезащитный крем с SPF 50 блокирует до 98% солнечного излучения. Казалось бы, да, разница в 1%, что тут такого? Но если мы вспомним и поговорим о том, что все-таки ультрафиолет ответственен за обезвоживание кожи, появление пигментных пятен, морщин, а в худших случаях даже может быть причиной развития рака кожи, то, конечно, даже этот 1% очень важен. Есть еще один критерий – это тип фильтров. Они бывают химические и физические. Санскрин с химическим фильтром обычно прозрачный. Его действие основано на проникновении в кожу и поглощении ультрафиолетового излучения, в отличие от средств на основе физических фильтров. Средства с физическими фильтрами в большей степени отражают ультрафиолет, но остаются на поверхности кожи. По текстуре они плотные и придают коже белесый оттенок. Но сегодня я бы хотела обратить ваше особое внимание на средства, подходящие для кожи с куперозом, гиперпигментацией, акне и розацией. В аптеке «Планета Здоровья» есть широкий выбор солнцезащитных кремов, которые способны не только защитить вашу кожу от повреждающего действия ультрафиолетового излучения, но также и не обладают комедогенностью, помогут замаскировать всевозможные недостатки и снять раздражение. А какое выбрать солнцезащитное средство, подскажет наш провизор-рецептор Анна. Для кожи, склонной к покраснению, куперозу и розацее, подойдет солнцезащитный антивозрастной крем с фактором защиты 50 для чувствительной кожи. Проданный комплекс на основе растительных экстрактов защищает кожу от пагубного воздействия ультрафиолетового излучения и окислительного стресса. Гиалуроновая кислота и склолан увлажняет кожу. Экстракт лимонника китайского успокаивает и уменьшает покраснение кожи. Флюид с коэффициентом защиты выше 100 против гиперпигментации смягчает повреждения, вызванные воздействием солнечных лучей типа А и Б. Проданный комплекс обладает антиоксидантным действием, стимулирует регенерацию клеток. Гиалуроновая кислота увлажняет, витамин Е сохраняет здоровье и красоту кожи. Флюид успокаивает, предотвращает покраснение и зуд. Для защиты кожи от ультрафиолетового излучения при акне я рекомендую легкую эмульсию с комплексом ухаживающих, защитных и матирующих компонентов. Новое поколение солнечных фильтров обеспечивает защиту от лучей типа А и Б. Уникальный Пруденеа комплекс и витамин Е предотвращает преждевременное старение кожи, защищает клетки от свободных радикалов. Гиалуроновая кислота увлажняет, а зелоглицин оказывает себорегулирующее действие. Итак, в случае с акне солнце все-таки чаще враг, чем друг. Поэтому старайтесь максимально реже проводить время под его прямыми лучами. Отдавайте предпочтение при выборе солнцезащиты средствам в форме гелей, флюидов, то есть более легких текстур. И хорошо, если они будут обладать матирующим и тонирующим действием. Не забывайте, солнцезащитный крем мы наносим за 20 минут до выхода на улицу, обновляем каждые 2 часа и хорошо удаляем вечером перед сном. Если вам знакома проблема купероза или розация, то однозначно обычный увлажняющий крем с солнцезащитными фильтрами не подойдет. Вам нужно приобрести отдельный солнцезащитный крем. И хорошо, если он будет на основе физических фильтров. При нанесении на кожу они придают ей белесый оттенок, скрывают покраснение и предотвращают развитие раздражения под воздействием солнца. Ну и, конечно, проблема гиперпигментации. Если она вам знакома, то крем с солнцезащитными фильтрами должен быть максимален. Не забывайте, что очень важно наносить
наносить его в нужном количестве, в нужном объеме, а это 1/4 чайной ложки и каждый раз при обновлении. Ну и, конечно же, если при лечении пигментных пятен вы используете косметические средства с такими ингредиентами, как кислоты и ретиноиды, то применяйте их только в вечернее время, а утром наносим солнцезащиту. Для ухода за любой кожей нужно использовать солнцезащитный крем. Да, не только на море, и да, не только летом. Санскрин не просто защищает вашу кожу от ультрафиолетового излучения, но и помогает не усугубить особое состояние и болезни кожи, а главное – продлить ее здоровье, красоту и молодость.